Всем привет! Сегодня быстро пробежимся по настройкам камеры торговой марки Mobotix линейки MOV. Данная линейка камер Mobotix уже имеет обновленный интерфейс, и вот сегодня мы попытаемся с ним разобраться. Мы эту камеру видим впервые, поэтому вместе с вами будем учиться, что где находится. На первой странице домашней мы видим окно выбора потоков, потока здесь указано, окно выбора языка. Давайте поставим русский. Все-таки лучше английский. Терминология английская более понятна. Здесь мы видим следующие вкладки. Zoom. Он работает следующим образом. Также фокусировку. То есть данная камера у нас называется Mobotix BC1A. Она у нас вариофокальная. И внизу мы видим автофокусировку, мгновенным нажатием кнопочкой Push AF. Здесь же мы можем посмотреть какое качество на каждом потоке, развернуть камеру на полный экран. Здесь можно включить или выключить вход или выход аудио, сделать скриншот, сохранить его в определенной папке. И также, если есть карта памяти или какой-то подключен NAS, можно включить запись, включить и остановить. И также есть кнопочка устройства ввода-вывода, так называемый триггер. Следующая вкладка System. Ух ты, тут как много всего. Давайте пройдемся по порядку. Первое. Настройки времени. Настройки перехода с летнего времени на зимнее и обратно. Синхронизация времени с компьютером. Ручная или через NTP сервер. Безопасность. Наши юзеры. Пароль. Здесь можно добавить юзера какого-нибудь с определенными правами. Настройки HTTPS можно включить или выключить и выбрать соответствующий сертификат для безопасного подключения камеры. Фильтрация IP. Здесь есть как черный список, так и белый. Какие адреса IP могут подключаться к камере, какие не могут. Настройки 802.1x. Также можно включить и выключить с определенным протоколом шифрования. Mobotix славится хорошей защищенностью, поэтому все настройки безопасности вы можете провести здесь. Настройки сети основные. Можно поставить адрес как динамический, так и статический. Настройки QoS. Эта настройка раздает приоритеты каждому потоку в зависимости от того приоритета, который здесь установите. Такие настройки есть в коммутаторах, маршрутизаторах, поэтому для вас тут ничего нового не будет. Настройки WLAN. То есть, помимо того, что это камера, также является серьезным сетевым устройством. Настройки SNMP. Здесь у нас можно настроить подключение по IP/NP и по Bonjour. Есть такие также сетевые службы, которые идентифицируют камеру в сети. Настройки DNS. Это настройки через сервера компании Mobotix. Настройки почты, почтового клиента для отправления сообщений по камере. Настройки FTP. Настройки HTTP. События. Здесь у нас есть какие-то действия по тревоге, которые мы можем совершать и можем их настроить. Здесь есть датчик движения с кучей функций, опять же с триггером, который будет выполняться по определенному движению в какой-то заданной маске. Здесь можно у нас поставить какую-то определенную зону, выбрать, где будет срабатывать тревога, где не будет. События по ошибке сети. Также, если у нас будут какие-то конфликты IP-адресов или будет пропадать сеть, то будут отправляться нам какие-то тревоги через FTP, e-mail или просто записи видеоклипа. На камере установлен тампер, который предотвращает открытие камеры или снятие ее. Здесь также есть настройки по звуку, какие-то ручные события, периодические события. Мы их не будем рассматривать, потому что настройки всей этой аналитики мы лучше будем совершать на нашей системе видеонаблюдения, а не на самой камере. Хотя камера тоже позволяет это делать. Storage Management. Можно вставить здесь SD-карту и провести соответствующие настройки данной карты. Как писать видео, в каком формате делать фотографии, то есть с какого покоя им писать и тому подобное. И здесь же можно расшаривать наши видео по сети по определенным протоколам. Запись. Куда проводим запись, на SD-карту или в сети куда-нибудь. И как мы запись совершаем, по расписанию или нет. Расписание записи. Можем создавать здесь какие-то временные зоны. Расположение файлов. Когда мы делаем снапшоты, куда
на компьютере будут писаться наши фотографии. Информация о камере. Логи камер. Все события пишутся. Ну, в Mobutics они сделаны, как обычно, текстовой строкой выводятся, поэтому вам будет сложновато что-то найти. Информация о пользователях. Информация о камере. Все также сделано в виде текстового файла. Здесь можно сбросить на заводские настройки камеру. Но не забывайте, что если вы поставите пароль на камеру и забудете, то Mobutics не позволит вам сбросить с какой-то кнопки или с какого-то приложения. Необходимо будет отслать только в Германию для сброса настроек на завод. Версия нашего центрального процессора, версия прошивки. Здесь можно поменять прошивку видеокамеры, загрузить на сайте Mobutics или других сайтах, но лучше грузите на официальном сайте и обновить вашу прошивку камеры. И здесь можно экспортировать или загрузить какую-то файл конфигурации. Следующая вкладка «Стриминг». Здесь чисто настройки нашего видеопотока. Настройки 3 потоков, даже 4. Можем поставить кодирование, MJPEG, 206-265 кодек. Можем поставить ключевой интервал и разрешение. Настройки вращения. Камеру можем повернуть в зеркальном отображении или просто повернуть на определенный градус, который нам необходим. Но это будет полезно для камеры в коридорном формате. Видеотекстовый релей. На каждую камеру можем написать дату и время, какой-то текст определенный, выбрать цвет этого текста или какую-то фотографию наложить на нашу камеру. Видео ROI – это зона интереса. Для каждого потока мы указываем зону интереса, чтобы потом можно было говорить камере, что вот в этом прямоугольнике нужно ввести интенсивную запись, а вокруг него нам информация не сильно важна, там можно писать в меньшем потоке или в меньшем качестве. Также настройка RAW Encoding. Мы здесь указываем в каждой зоне интереса, какой поток и какое качество будет писаться. Видео CX протокол Setting. Здесь мы будем указывать, какой протокол будет передаваться с видеокамеры. Маскирование. Можем поставить определенную маску, которая будет данное изображение затемнять. Делается следующим образом. Сохраняется. И изображение у нас будет затемнено. Аудио. В камере Mobutics может быть микрофон и динамик вместе или что-нибудь по отдельности. Здесь вы, если что, можете их настроить. Усиление, битрейт и возможность записи звука. Настройки камеры. Здесь мы можем указывать время затвора или экспозиции, если у нас будет в ручном режиме. Баланс белого. В зависимости от освещения у нас будет разный баланс. Сейчас у нас, кстати, стоит камера на таком месте, что включена ИК-подсветка. Давайте попробуем ее выключить. Вот. Сейчас у нас камера, видите, перешла в дневной режим, ИК-подсветка не включена. Это мы можем сделать в настройке ИК-подсветки. Можем всегда изменить яркость, контрастность, цветность и другие настройки. Можем поиграться с шумоподавлением камеры, Noise Reduction. И самая важная функция в таких хороших камерах – это VDR. Можем поставить автоматический VDR с разными степенями обработки. Цифровой зум. Данную камеру мы можем, кроме оптического зума, также приблизить в 10-кратный оптический зум. Ну, профили определенные для создания временных зон. TV System. Здесь можно поставить NTSC или PAL и включить частоту ваших розеток, чтобы камера не давала помехи при включенном освещении. На этом, пожалуй, все. Как видите, настройки камеры Mobutics Move также очень похожи на другие линейки других производителей. Спасибо за внимание. До свидания.